Привет! Сегодня поговорим о том, как выбирать скрипку. Если вы выбираете скрипку ребенку, то первый вопрос, который встает, конечно, это всегда размер. Да, там четвертушки, восьмушки, сразу родители в панике, что это такое, четверть или одна, две. Ну, вообще это очень легко узнать, какой нужен размер скрипки ребенку, там восьмушка или четвертушка. Вы приходите в магазин, где есть восьмушка, четвертушка, две четверти, да, скрипки, выбор, и берете ребенка, даете ему скрипку, вот он кладет ее на левое плечо, упирает пуговкой сюда в шею и рукой левой обнимает вот головку скрипки вот так. И вы смотрите, если угол вот примерно такой сгиба локтя, то вот эта скрипка прямо вот ему подходит хорошо. Если вы хотите чуть-чуть на вырост взять, то, возможно, немножечко больше. Да, обычно детям чуть-чуть на вырост берут, то есть они дотягиваются, там через 3-4 месяца уже она им как раз. Да. Если он держит ее так, за головку, то маленькая, да, скрипка. И если тянется, то, конечно, это очень плохо. Лучше, если он вот не может дотянуться, значит, ему большая будет мензура, неудобно. И дети, которым родители взяли слишком большие скрипки, часто бросают, потому что ему очень неудобно. Скрипка и так неудобный инструмент, а тут еще и двойное неудобство, что тебе все большое. Вот. Взрослым, в принципе, тоже так выбирается. Взрослым 4 четверти обычно всегда целый размер скрипки покупается. За исключением, если есть там, допустим, невысокие девушки, миниатюрные, которые там ниже подростков, да, есть скрипки 7/8, она больше, чем ученическая 3 четверти, но немножко меньше, чем вот большая настоящая, профессиональная. Вот она 7/8, то есть если там приходится девушке тянуться там, для 4-четвертной скрипки, то, значит, вот есть такая опция еще. Я в описании оставлю еще длины скрипок там по размерам, да, восьмушки, четвертушки, вот полностью длина от пуговки до конца головки, что если вы не можете в магазин пойти это сделать, то вы можете померить линейкой, там дать линейку, да, и померить это примерно. С размером разобрались. Следующий вопрос, который встает, это подержанное или новое лучше. И как бы здесь такого нет ответа однозначного. Если вы берете китайскую скрипку, допустим, с Алиэкспресса или где-то вот недорогую, то, скорее всего, даже лучше будет взять подержанную, потому что через год вот китайская скрипка, на ней видно, допустим, высушено ли хорошо дерево. Если нет, оно начинает трескаться вот по швам, появляются трещины, лак трескается. И, то есть, подержанная скрипка, вы уже видите, что ее не надо брать или где-то надо будет подклеивать. Потому что если вы берете новую китайскую скрипку, они все блестят, там такие красивые, да, вот ребенок сразу, вот да, красивая, хочу. Но, как бы через год, возможно, вы ее захотите продать, потому что ребенок вырастет. Да, но если вы берете себе для взрослого человека вот такую китайскую, там, блестящую, то лучше брать с рук. Потому что, бывают скрипки недорогие, которые через год, у которых ничего не трескается. И ни по корпусу трещины не появляется, ни лак нигде не сходит. Но довольно часто вот дешевые скрипки плохо высушены и плохой лак. Это видно через какое-то время. Вот. Что касается звука, то тоже скрипки, которые подержаны, на которых играли, они разыграны, они уже у них все устоялось, уложилось, и я как бы за то, чтобы брать подержанные скрипки все-таки, но новые тоже бывают хорошие, если скрипка хорошего мастера, то, конечно, в любом случае новую придется разыгрывать. Это может быть там до полугода процесс такой, пока я так и с физической точки зрения не расскажу, как это происходит. Но это любой мастер вам скажет, что новую скрипку надо разыграть, пока она там начнет правильно вибрировать, высушиться полностью. Вот. Насчет брендов. У меня не так много брендов, ученики вот использовались. Из тех, что я могу сама посоветовать, я видела, трогала и знаю, что это хорошие скрипки, и детские, и взрослые.
Вот Hofner и Warna мне нравится. Это немецкая и чешская скрипки. Они тоже бывают made in Китай, но все равно у них качество все-таки получше, если это под контролем Hofner и Warna идет. Ну, обычно это неплохие скрипочки, ученические. Вот. Ну, по брендам я не буду сейчас так вот подробно останавливаться, потому что надо каждую скрипку, конечно, отдельно смотреть. И я в описании еще оставлю там рекомендуемые, нерекомендуемые бренды. Вот. Ну, немецкие, естественно, качество, да, хорошие. Японские вот тоже Yamaha, ну, говорят, неплохие скрипки, но я не трогала сама, не щупала, не слышала. Вот. Дальше разобрались с размером, допустим, выбрали там какую-нибудь Warna Hofner или что-то другое, потому что Warna Hofner там будет все нормально, а если выбрали что-то другое, то дальше смотрим. Вот идем. Колки. Колки должны плотно вкручиваться, вот они должны вот так выглядеть со всех сторон, и тут зазоров никаких не должно быть, где колковая коробка. Вот это не очень хороший вариант, вернее даже плохой, когда вот такие отверстия. Колков здесь торчит очень сильно, да, так он торчать не должен. Вот он примерно должен торчать как вот здесь колок, или меньше можно бывает. А здесь, допустим, вот верхний, он вообще не торчит, потому что он толстоват. Здесь отверстие сделали, видимо, побольше, чтобы колок втыкался туда, но он же не втыкается. То есть, ну, вот так не должно быть. И вообще лучше вот покрутить, понастраивать в магазине или где вы берете скрипку, потому что часто бывает, где-то колок сидит неплотно, и скрипка начинает расстраиваться. Вот вообще это недостаток дешевых скрипок. Ну, кажется, ну, там вроде ничего, тоже скрипочку там поиграть, ребенку полгодика, но ребенок каждый полурока, ну, каждый урок по полуроку мучается с настройкой, там, педагог и ребенок, потому что колки не держат, да. Есть специальные там смазки для них, канифолию смазать, чтобы плотнее держались. Но вот такой может быть недостаток, то есть надо смотреть, чтобы они довольно плотненько входили. Ну и вообще покрутить в магазине, допустим, поставить что-нибудь, поиграть на ней, для чего педагога обычно зовут в магазин, что настроил, поиграл, послушал, и строй должен держаться. Вот. Ну, струны можно менять, конечно, здесь машинки тоже можно менять, и подгрифок. Ну, для детских скрипок я рекомендую вот такие подгрифки, на которых все 4 машинки есть. Или в которые можно вставить все 4 машинки, ну, потому что на звук это не так сильно влияет, но настроить может и родитель тогда настроить, если есть машинки, помочь. С колками это сложнее. Дальше, если вы выбираете скрипку с рук, берете с рук, то нужно хорошо посмотреть, нет ли никаких трещин. То есть, вот бывают трещины двух видов, такие по корпусу, которые идут по деке, да, могут быть вот здесь частенько, да, или на спинке где-то. Вот скрипка, ну, должна выглядеть, то есть видно, что если где-то идут трещины, вот здесь ничего нету, да, не покажу вам трещину, нету скрипки с трещиной у меня. А есть трещины, то есть даже не трещины, а как бы шов, когда расходится вот здесь по над обечайкой, вот эта обечайка называется, и вот около деки обечайки где-нибудь разошелся шов. Да, это, ну, если вы, то есть это не так страшно, это любой мастер заклеит, ну, это недорого обычно стоит, то есть это делается там за день, за каких-нибудь 5-10 долларов там заклеивается. А трещина по корпусу же, это хуже, она влияет на звук больше, обычно дороже стоит ее отремонтировать. Что здесь, ну, важно при таком визуальном осмотре, более важно, чем трещины даже. Ну, то есть большую трещину вы, конечно, заметите и не будете эту скрипку покупать. Но самый дорогой ремонт в скрипке обычно связан с грифом. То есть замена вот самого грифа, это, ну, это дорого, это черное дерево, его, ну, такая кропотливая, тяжелая работа его сделать и поставить. Поэтому гриф должен быть, во-первых, ровно вклеен. Бывают, я видела такие советские скрипки, в которых вот гриф идет вот криво куда-нибудь, он не прямо вот.
идет к пуговичке, да, а так вот это должна быть ровная линия от пуговички, вот посерединке, ну, это логично, да, вот, то есть смотрите, потому что бывают чуть-чуть криво они вклеены, и вообще невозможно ни настроить, ни играть, ничего. Вообще в идеале гриф должен быть, конечно, вот под правильным углом вклеен, и если вдруг вот гриф вклеен выше или ниже, это очень мешает. Если он выше, чем надо, ну, в принципе, такое редко бывает, это не так страшно, что он вот высоковато. И звук обычно более объемный, да, и ну, можно сделать любой угол подставки удобный для правой руки. Но если гриф низковато, то это плохо очень, потому что подставка получается более пологая, более низкая. Здесь можно задевать тогда правой рукой скрипку. И угол, если слишком пологий у подставки, то ну, тоже можно, ну, то есть сложно по одной струне играть. Вы задеваете другие струны, и у детей бывает вот неправильно сделаны подставки в скрипках, и ребенок играет по двум струнам все время, по трем, и там на него ах, ты такой-сякой, не можешь по одной струне провести. А вы возьмите, проведите сами. Да, ну, реально бывает вот подставки, это важно все-таки, что подставка под правильным углом сделана, но чтобы подставка была под правильным углом, гриф должен быть тоже, вот этот его радиус должен быть правильный. Это проверяется, конечно, игрой, то есть если человек, который умеет играть, берет скрипку и что-то играет, ему сразу понятно, что ага, тут что-то по ре я не могу по одной провести, что-то мне мешает. Надо или подставочку поменять. Ну, чаще всего дело в подставке, чаще всего это не так страшно, то есть подставка где-то, то есть это меняется тоже довольно просто, но единственное, что любой ремонт грифа и заклейка скрипки, это актуально для больших скрипок, которые там стоят от $500 и выше, потому что маленькие скрипки, ну, как правило, они стоят там $100-200, меньше, ну, часто. И ремонт, если стоит, допустим, грифа $100, то проще купить просто новую скрипку. Этим ну, никто не будет заниматься, мастера не будут заниматься ремонтом детских скрипок. Или это будет дороже, чем новую купить. Ну, или бывает, такие счастливчики находят мастеров, которые учатся, и они готовы там поэкспериментировать, попробовать на детской скрипке что-то поменять, там недорого, не по цене скрипки. Ну что, еще не передумали сами выбирать? Ну, на самом деле, самому выбрать хороший инструмент довольно сложно, да. Потому что много нюансов. Но можно. Если вот вы, допустим, уже смотрите, ага, колки держат, так, вроде бы все ровно, трещин нет, машинки крутятся, тоже проверить, чтобы они крутились, раскручивались все. Попробовали там, или в магазине вам продемонстрировали, что можно свободно по каждой струне вести, не задевая другие струны, да, или если вы уже по открытым струнам пытались водить, просто водили около подставочки, около грифа. Можно это проверить на ощупь. Поводили по всем струнам. Звук, дальше звук, конечно, это очень важно, звук вам должен нравиться. Вот, это лучше послушать со стороны, чтобы кто-то поиграл. В предыдущем видео я немножко рассказывала тоже, как менять струны там, и говорила, что здесь внутри есть вот дужка у нас. Так, я ее не покажу, но вы можете в предыдущем видео посмотреть. Там есть такая палочка внутри. Кроме всех нюансов, которые мы видим снаружи скрипки, есть нюансы внутри. В общем, эта дужка, она должна стоять на правильном месте. Это тоже делается с мастером. Обычно он ищет положение, чтобы было слышно и там все струны равномерно, не какую-то громче, какую-то тише. Он с помощью изменения положения дужки внутри можно отрегулировать баланс звука. В хорошей скрипке, да. Ну, в принципе, в плохой. И кроме того, что внутри там есть дужка, есть еще там пружина. Это такая деревянная палочка, она вот идет отсюда до сюда, она идет вот вдоль скрипки. Ну, это такая небольшая деревянная планочка, и вот она через всю скрипку идет, приклеена к верхней деке. И если, бывает иногда, редко очень, что что-то вот звенит, где-то шумит, и вы не поймете, что. Это может быть мостик касаться, допустим, какое-то украшение здесь, или молнии.
То есть бывает, что прикладываете, и где-то скрипка касается какой-нибудь цепочки и звенит, да? Но если вот вы устранили все факторы, там, что звенит, это, допустим, не здесь машинка раскрутилась, и не скрипка прикасается к цепочке, то есть что звенит редко очень, но это бывает, пружина отклеивается. Тогда это, ну, конечно, такой дорогостоящий ремонт. Надо открывать ее, скрипку, и ремонтировать. Но это очень редко бывает. Это просто я говорю, потому что я про все нюансы говорю здесь. Дальше. Очень важный момент – это мензура. Здесь это вообще как бы такая отдельная немножко тема, но я ее постараюсь здесь кратко рассказать. Что такое мензура? Это расстояние. Вообще мензура – это размер с итальянского, да? Это размер вот от порожка до подставочки. Но музыканты называют в общепринятом смысле слова мензура – это расстояние между пальцами. То есть, когда говорят, ой, у меня на скрипке большая мензура, трудно доставать, вот, значит, надо широко пальцы расставлять. А где-то мензура маленькая, пальцы близко можно ставить. Ну, это, естественно, важно. Когда у вас слишком большая мензура, то пальцами, ну, как бы неудобно, да, доставать до нот. И если человек там, ну, маленькие, небольшие пальцы, ему неудобно большая мензура, а если человек, наверное, большой с большими пальцами, ему неудобно маленькая. Общая мензура у скрипки обычно вот от порожка до подставочки, она примерно 32 сантиметра 8 миллиметров. Ну, плюс-минус миллиметр 2. То есть, если вы хотите побольше, чтобы у вас была мензура, если у вас длинные пальцы, большая рука, то смотрите, чтобы это было где-то 32,9 бывают, там до 33 сантиметров. Если мензура вообще 33 сантиметра, она, самая известная скрипка с такой мензурой, это Пушка Гварнери, на которой играл Паганини. У него, как известно, были большие руки, большие пальцы. Вот, и он, 33 сантиметра ровненько было, то есть от самой подставки, от порожка до подставки, да. Я вот мерила, мне две скрипки акустические, одна электро. Электро, кстати, немножко меньше. Я не знаю почему, вот Yamaha 32,6 делает. Но на ней, да, немножко удобнее играть. Покажу, как это мерить. Но на фотографиях будет видно. То есть вы прикладываете к самому началу вот подставочки линейку, да, вот металлическую, и до самого грифа, там вдоль ля струны, например, берете, или ре струны. Всего 2 вот миллиметра, это уже считается, то есть мензура больше. По ощущениям, поскольку мы на скрипке играем не по ладам, а по ощущениям, то, конечно, на всех скрипках она одинаковая должна быть, а тут сразу вот больше расстояние. Дальше я внизу оставлю ссылки размеров, тоже корпус, там вообще какие бывают вот эти размеры, я в описании ставлю. Есть, опять же, упомяну 7/8 скрипки, да, у них мензура вот это 30, от 31,1 до 32,2 до стандартной скрипки, да. И, ну, у нас в оркестре тоже играла вот девушка на такой скрипке. По звуку практически не отличается, особенно когда ты в оркестре играешь, но она удобнее для невысоких людей. Высота струн над грифом тоже очень важно. Вот это просто, по-моему, из этого часть детей бросают в музыкальную школу, потому что у них неправильно стоит подставка, и струны очень высоко над грифом. Здесь есть такой нюанс, что если у вас струны металлические, они должны стоять немножко ниже, потому что у них вот их вибрации, степень вибрации меньше, и прижимать их сложнее. Они более упругие, ну, само собой, металлические, чем синтетические, более упругие. Их нужно немножко ниже, чтобы они были ближе к грифу. А если струны синтетика, ну, для детей обычно ставят синтетику, в принципе, сейчас считается вот профессиональные, это синтетические струны, ну, есть еще жильные, но недолговечное такое, что... Ну, я скажу сейчас размер, расстояние струн от грифа измеряется вот в конце, у самого грифа, то есть здесь вот прикладывается линейка, и от грифа до струны измеряется. Для 4 четвертей размер расстояния должно быть, сейчас скажу, ми-струна от 2,5 до 3 мм, ля-ре 3,5 до 4 мм и соль от 4,5 до 5 мм. Если у вас большая мензура, да, и синтетические струны, это может быть немножко больше размер. Если у вас скрипка, ну, соответственно,
понимаете, поменьше и струны металлические, размер должен быть меньше. Потому что вот, ну, и так сложно, скрипки, опять-таки скажу, так сложно и неудобно играть. Если мы еще это сложности и неудобства увеличиваем, то вообще хочется бросить все. Поэтому вот это важно. Ну, но этот момент, это можно отрегулировать. И на детских, и на взрослых скрипках это не так долго, не так дорого. То есть высоту подставки, высоту струн над грифом нужно и можно регулировать. То есть к хорошему мастеру, если вы приходите к профессионалу, он вот смотрит, как вы играете там шрадика того же, насколько вам легко это. И если это вот... То есть иначе не получается зажать пальцем струну, то значит, ну, нужно уменьшать, да, расстояние. То есть это должно быть... коррелировать должно с вашими усилиями, да. И, конечно, профессионалы вообще стараются сделать, ну, как повыше струны. Чем выше струны, тем такой объемнее звук, красивее, но пальцы должны быть очень тренированными. Это легче немножко для правой руки, то есть можно свободно прикладываться, когда у вас струны высоко, то есть вы ничего нигде не заденете, не будет звенеть ни о гриф, там и с мешком можно более свободно действовать. Да, но для начинающих, конечно, лучше, чтобы это было удобно. Толщина подставочки важна. То есть толщина подставки, бывает, что подставка просто ставится с фабрики, там фабричная, и она толстая, и никак не обточенная, и звук, ну, глухой тогда. То есть подставочка должна быть немножко как бы обточена по толщине. Ну, сейчас они продаются уже профессиональные подставочки, в принципе, нормальной толщины, но вот для детских скрипок я видела и советские эти наши подставки, ну, часто бывают толстые, которые предполагают, что их обтачивают, но их не обтачивают. И звук очень сложно вынуть тогда из скрипки. Еще раз так, зрительно осматриваем, смотрим, чтобы колки держали строй, не раскручивались сами, чтобы не было никаких трещин, не было желательно трещин вдоль шва, чтобы ровно вот шел гриф по прямой к пуговице, чтобы было 4 у нас машинки, да, подставочки. Это вот предыдущее видео, посмотрите, я оставлю ссылку. Тоже, как вообще я меняла струны, там, ну, тоже полезная информация, если вы сами покупаете скрипку, там нету мастера, посоветоваться. Как должна стоять подставка, вот она под прямым углом стоит к визуально, вот эта вот линия, да, у нас визуально вот здесь, и вот эта часть, задняя часть подставки под прямым углом стоит к вот этой линии. Да, не передняя, она немножечко как бы, она же подставка такая у нас с треугольником, то есть вот так она должна стоять. И слушаем звук, смотрим, чтобы нам было удобно нажимать пальцами на струны. Смотрим, чтобы мы могли провести по каждой струне по одной, не задевая струны. Чтобы, ну, не было такого, что вы задеваете, допустим, играя на ре, или ля, или соль, да, иначе нельзя сыграть. Вот. Ну и удачи с покупкой. Пишите комментарии, спрашивайте, и постараюсь ответить.